very rare, while localized osteomyelitis is very common. We see some cases. Генерализованный остеомиелит, к счастью, встречается очень редко, в отличие от локализованного остеомиелита, что мы сейчас с вами увидим. Usually, osteomyelitis is very painful, and the patient will be presented to us because of eating poorly or showing behavioral changes. Обычно остеомиелит – это очень болезненная ситуация для собаки, и пациент окажется у нас на приеме в связи с отказом от корма, затруднением приема корма или других поведенческих изменений, которые могут натолкнуть нас на мысль о боли в области рта. And with osteomyelitis, usually there are also systemic signs which usually lack with other common diseases. При наличии остеомиелита существует, можно регистрировать системные признаки поражения, которые при других вариантах хронических заболеваний мы не регистрируем. So in these cases we will see enlarged lymph nodes, we may see leukocytosis, we may see fever, which usually lacks in other organ diseases. Такие признаки могут включать, например, увеличение локальных лимфатических генов, системный лейкоцитоз, повышение температуры тела. Вряд ли такие признаки вы будете видеть при заболеваниях ротовой полости. So apart from history, which is usually including trauma, fractured teeth, or any other exposure to infectious and fungal agents, we will also base our diagnosis on what we see in the mouth, which is usually non-healing wounds. Помимо анамнестических данных, что это может быть некая травма, перелом, который привел к тому, что кость оказалась в контакте с патогенами бактериальной или грибковой природы. Мы также основываемся в диагностике на своих, вам меня слышно? На свои клинические находки, то есть, как правило, визуально мы будем видеть незаживающие раны. In these cases, including radiographs or CT is also very important, and certainly take biopsy for histology and cultural sensitivity. Что касается дальнейшей диагностики, то, как и в других случаях, мы прибегаем к иммунологическому обследованию для выявления очага поражения. Также в некоторых случаях показано использование компьютерной томографии в качестве диагностической оценки. Более того, нам также потребуется в этой ситуации биопсийное обследование, взятие биопсии для того, чтобы подтвердить диагноз, во-первых, но в большей степени для того, чтобы провести культуральное исследование бактериальных посев с подбором чувствительности. And that the treatment and prognosis vary depending on the extent of the lesion. Лечение, методы лечения, а также прогнозы относительно его успеха будут опираться на протяженность повреждения. And what is possible. И, безусловно, будет зависеть от причины, которая спровоцировала развитие остеомиелита. So the treatment is usually surgical debridement, supported by long-term antibiotic treatment. Метод лечения обычно заключается в такой мощной хирургической санации очага поражения и долгосрочной антибактериальной терапии. And then the prognosis, it really depends. I would be very careful estimating the prognosis if the lesion is very big. Прогноз чрезвычайно сильно зависит от протяженности повреждения, и в случае, если повреждение достаточно обширное, большое, то с прогнозами нужно быть очень осторожными. However, in this case, we can see that there is some osteomyelitis that is associated with severe periodontal disease. Давайте пример рассмотрим. Здесь мы видим пример остеомиелита, который связан с таким достаточно серьезным поражением пародонта. So how do I know that there is some more aggressive process here? If you look at the bone in this region, Откуда мы знаем, что происходит процесс достаточно агрессивный, поражающий ткани зуба? Мы можем посмотреть на плотность костной ткани в этой зоне. you can see that the
lost. Мы видим, что нижнечелюстной канал, его четкость, его очертания как бы утрачены технологически. And then the bone has a very typical appearance, which we call it permanent bone loss. И кроме того, кость имеет очень характерные технологические изменения, которые проявляются изменения в рисунке после ткани технологического. And then if we look at the cortex, we can see that there is also some periosteal reaction. В области кортекса мы также можем наблюдать признаки периостальной реакции. However, the prognosis here is good. We remove the tooth, we do some debridement, we include antibiotics, and usually these cases will resolve. Однако прогноз в этом случае достаточно благоприятный, потому что если мы подвергнем этот зуб экстракции, назначим курс антибиотикотерапии, то мы избавимся и от поражения костной ткани тоже. Слышно меня теперь? Да? Нет? Не слышно? Okay. In this case, you can see an extensive case of osteomyelitis. В этом случае так слышно? Нет? Тоже нет? В этом случае мы видим пример обширного остеомиелита. If you compare the two jaws already on the radiographs, you can see an abnormal radiographic bone appearance and a sequestrum in this site. Сопоставив две ветви челюсти, рентгенологические находки на двух вот этих костных частях, мы можем увидеть, во-первых, изменение плотности костной ткани, и, во-вторых, с одной стороны, образование костного секвестра. So when I would see this on the radiographs, I would be very worried, and I would certainly suggest advanced imaging to really evaluate the defect. В случае подобных рентгенологических находок доктор, безусловно, будет очень осторожен с прогнозами и обязательно будет рекомендовать владельцам продолжить диагностическую визуализацию, то есть перейти к более сложным методам диагностической визуализации, чтобы оценить степень вреда. And you can see that the whole left mandible is actually involved in this case. В этом случае мы видим, что вся левая ветвь нижней челюсти включена в патологический процесс. We can also see how big the bone sequestrum is. Кроме того, данное изображение позволяет нам визуализировать размеры костного секвестра. Here. Вот здесь. And that's the image showing how we approach this extraorally to remove the sequestrum. На фотографии рядом вы видите доступ, который мы сформировали для себя, для того, чтобы экстраорально подойти к секвестру. And at the same point, we also took some bone biopsies. You can see this. Через этот доступ был взят имплант. And for culture sensitivity. Для стоматологического исследования и для культурального исследования. The next thing we will talk about is the osteonecrosis. This also is in a way similar to osteomyelitis, but here we also have bone necrosis, so dead bone. Следующая патология, следующая проблема – это остеонекроз. Такие изменения остеонекротические, они очень похожи на предыдущую ситуацию, когда мы имели дело с остеомиелитом, но отличаются тем, что здесь у нас есть участки кости, которые возникла остеонекротизированной кости. Clinical signs are very similar to osteomyelitis, so pain, bad breath, and systemic signs of lethargy and fever and incompetence. Клинические признаки остеонекроза очень похожи на клинические признаки остеомиелита, то есть животное просто отказывается от корма, владельцы будут отмечать дурной запах изо рта, можем отмечать лихорадку. And it has been shown that it's commonly associated with
recent dental extractions, so it may actually be an iatrogenic problem. На сегодняшний день существуют исследования, подтверждающие взаимосвязь обнаружения остеонекроза в ответ на предшествующую экстракцию зубов. То есть фактически остеонекроз может оказаться непроверенной патологией. So how do we diagnose it? Osteonecrosis, by definition, is exposed bone in the oral cavity that can be seen for over 6 weeks. Каким образом мы диагностируем остеонекроз? По определению остеонекроз – это ситуация, когда у нас имеется фрагмент костной ткани, который является открытым, то есть он контактирует с ротовой полостью более 6 недель. And again, I will do the full workup of the patient, then perform detailed oral examination. Такой пациент снова потребует общего клинического осмотра обязательно, то есть мы должны осмотреть, обследовать его достаточно внимательно, только после этого переходить уже к обследованию зубной системы. And in these cases, I would really recommend doing CT rather than just radiographs. И в случае остеонекроза это ситуация, когда нам едва ли удастся обойтись рентгенологическим исследованием, и в этом случае, возможно, мы будем вынуждены прибегнуть к компьютерной томографии. And the reason why I would do that is seen on this particular CT. Почему это необходимо продемонстрировать вот здесь, вот этой компьютерной томографии? So this lesion, you can see, it's probably half a centimeter or a centimeter big clinically. Здесь вы видите повреждение остеонекротическое, которое по размеру мы можем определить как повреждение в полсантиметра. But then when you do the CT, you can actually see in this patient that majority of the caudal maxilla is actually involved. Однако, если мы сделаем КТ такому пациенту, то увидим, что большая часть костной основы нижней челюсти повреждена остеонекроз. And it's very common that the clinical picture underestimates the extent of the lesion. И эта ситуация, к сожалению, нередка, потому что очень часто клинические признаки, которые мы видим, не дают нам возможность в полной мере оценить масштабы поражения. And then again, biopsy for histology and culture sensitivity is needed. В этой ситуации, так же как и в предыдущих, необходимы биопсийные исследования для стоматологической диагностики и для натурального исследования. The treatment then depends on what caused it. Лечение, безусловно, опирается на причины. But usually, as said, we need to remove all the necrotic bone, and we do it in the way that we debride, until we reach bleeding healthy bone. И с точки зрения хирургической помощи такому пациенту она заключается в санации, то есть в иссечении всех омертвевших тканей, полностью очага некроза, что с практической точки зрения выглядит как такая санация омертвевшей костной ткани до момента, пока наш инструмент не достигнет кровоточащей, здоровой, неизмененной костной ткани. Now, if the lesion is very big, for example, involving the whole jaw, then we may need to remove the whole jaw or jaw segment. В случае, если повреждение настолько велико, что поражает челюсть целиком, то это может потребовать ампутации челюсти или сегмента. And the good news is that the prognosis, if we remove all the necrotic bone, is usually very good. Хорошие новости нас ждут, потому что если мы были достаточно скрупулезны и иссекли полностью всю некротизированную костную ткань, то прогноз для пациента будет очень хороший. But at this point, I would like to expose the Scottish Terriers, because in this particular breed, for some reason, osteonecrosis may appear on other sides or progress despite opportunity. Однако здесь стоит особо отметить собак породы шотландский терьер, которых помимо наличия очагов остеонекроза в области костной основы ротовой полости, эти
процессы продолжим прогрессировать. A big different story is when we talk about radiation treatment that can lead to necrosis as well. Другая такая ситуация, другая проблема, с которой мы можем столкнуться, это ранее инфицированные проблемы, то есть проблемы, связанные с экспозицией раннего луча. So radiation treatment is becoming more and more part of treatment of oral tumors, and it really has a good place in the whole treatment package actually. Лучевая терапия сегодня приобретает все большую и большую популярность, и все чаще и чаще включается в противоопухолевые протоколы для животных. We know that radiation treatment, if it's effective to the tumor, it will also have some side effects related to healthy surrounding tissues. Нам известно, что лучевая терапия, в случае, если она оказывается эффективной для контроля опухолевого процесса, она, безусловно, имеет тенденцию поражать здоровые ткани кожи, и ткани ротовой полости не являются исключением. And we know that mucositis, inflammation of the oral mucosa, always happens as an early side effect of radiation treatment. Нам также известно, что мукозит, то есть такое генерализованное воспаление слизистой ротовой полости, является одним из самых ранних признаков побочных эффектов лучевой терапии у животных. We know that it happens, and it's always transitory, so it's something that we are just used to seeing. Это всегда происходит, то есть мы должны быть готовы к подобного рода проявлениям, и эти изменения, воспалительное поражение слизистой, оно носит такой проходящий характер, то есть проходит. However, osteoradionecrosis is a long-term possible side effect of radiation treatment. Однако по-другому обстоят дела с остеорадионекрозом, то есть когда происходит некротизирование костной ткани в ответ на лучевую терапию, и в этой ситуации данное осложнение классифицируется как такое долгосрочное и очень тяжелое осложнение лучевой терапии. Again, luckily, it's very rare. Хотя, к счастью, подобного рода осложнения, побочный эффект встречается очень редко. And the other good news is that with newer irradiation treatment protocols, which deliver smaller doses and more often, so that is hyperfractionated accelerated protocols. И еще один положительный момент в связи с этим связан с тем, что на сегодня протокол, который вводится в оборот, в обращение, протокол лучевой терапии несколько отличается от предыдущих и предполагают облучение, доставку радиации в меньших количествах локально, но более часто. So these protocols have lower risk of long-term side effects. Такие протоколы более частые лучевой терапии в меньшей дозе имеют меньшие риски провокации долгосрочных, отсрочных побочных эффектов. But still, whenever we treat our patients, oral tumor patients with radiotherapy, we always talk about possible osteoradionecrosis as well. Однако всегда, когда мы включаем в протокол лечения опухоли ротовой полости, например, лучевую терапию, мы должны помнить о том, что отдаленная возможность лучевого остеонекроза также возможна. So this is a case of an osteoradionecrosis, and such lesions can actually develop between 2 and 44 months after radiation treatment of the tumor. Здесь мы видим пример остеорадионекроза, возникшего в ответ на лучевую терапию. В некоторых ситуациях встречаться это осложнение, возникать оно может спустя от 2 до 44 месяцев после эпизода лучевой терапии. It is also known that if we need to do dental extractions in a previously irradiated field, that increases the risk of osteoradionecrosis. Кроме того, нужно помнить о том, что в случае необходимости проведения экстракции зубов в зоне облученной до этого, в зоне подвергшейся радиотерапии,
side effects of radiation treatment early, like mucositis, and late, like osteonecrosis, we always want to treat oral disease before we plan radiation treatment. Для того, чтобы свести к минимуму вероятность возникновения осложнений лучевой терапии, как ранних, таких как мукозит, так и отсроченных, таких как остеорадионекроз, настоятельно рекомендуется проводить лечение всех стоматологических заболеваний, которые вы находите, до начала лучевой терапии. In the case osteoradionecrosis develops, then the prognosis is usually very, very questionable. В случае, если не удается избежать возникновения остеорадионекроза, то прогноз будет очень осторожным. The problem is that even if we try to debride the lesion, it usually progresses and we can't really control it. Связано это с тем, что, несмотря на наши попытки санации зоны повреждения, подвергшейся некрозу, это поражение имеет тенденцию распространяться дальше. Таким образом, у нас нет инструмента, чтобы прекратить, остановить распространение некроза.